мысли, воображения, влюбленности, образа и характера, начиная с детства. О твоем человеке уже созданы в реальности, которая рядом. Чтобы попасть в нее, ты должен разувериться в своей надежде и поиске, и безысходность откроет реальность, в которой находится твоя любовь. Это произойдет только неожиданно для тебя и никак по-другому. Так что ни в коем случае не надо этого ждать. Посмотри также: хочу сменить реальность, хочу удержать реальность. Как-то я задумался, для чего живем мы в этом мире? Какой смысл, если любовь теряется за житейскими шкурными проблемами? Почему все человечество без настоящей любви, которую ничто не могло бы сломать? Зачем она нужна, такая реальность? Я разочаровался, но привык обвинять только самого себя в том, что происходит со мной. Думаю, ладно, доживу эту реальность как получится, по возможности буду радоваться всему. А уже в следующей реальности создам такую любовь с полетом в бескрайние просторы искренности и взаимности, на самом высоком чувстве безграничной, божественной любви, с великолепием души этого человека, чтобы счастье не кончалось, чтобы напиться этим было невозможно. И в общем оставил эти мысли на следующую реальность и забыл про них. Нашел в себе включатель счастья и включил его. Прошло время, и меня накрыло. Сказать, что я влюбился, нельзя, потому что каждый раз, когда я смотрел на нее, я видел и понимал, что любил ее с самого детства, что именно она была мне нужна тогда в молодости, что именно она плод моего воображения и любви, что именно ее я видел, создавал и любил в своих восхитительных мечтах. А как обидно мне было тогда, что слишком большая разница в возрасте. Вот так издевнулся надо мной мой мир. Для меня это было невыносимо, очень жестоко. Я так восхищался тогда собой, что у меня получилось создать реальность, создать человечка, в ней такую, из мечты. Потом я подумал: почему ты считаешь, что ты ее создал? Что ты о себе возомнил? И начал интересоваться, возможно ли такое, было ли у кого. Нашел про Пигмалиона и Галатею, и сразу вспомнил кино «Формула любви» и понял, что и до меня были люди с подобным случаем. Просто они описали это более художественно и превратили в сказку. Главное, что это реально можно создать, без мрамора и слоновой кости. Разница в возрасте не давала моему максимализму идти на контакт. Потом, все-таки, как только я принимал решение идти на контакт, я попадал в реальность, где не было преград. У меня волосы дыбом вставали. Я вставал перед зеркалом и говорил себе: ты что творишь? Как у тебя это получается? Думаю, что же теперь, может быть, надо как-то увидеться? Только я принимаю это решение, как на следующий день она едет в мой город. Нет, не ко мне, конечно. Конечно же, я еду на вокзал встречать. Она написала, во сколько приедет поезд. В общем чате. Смотрю на перроне, много встречающих, возможно, фанатов. Думаю, нет, при таком раскладе мне может ничего не достаться. Приходит поезд, но ее в нем нет. Думаю, может быть, я поздно пришел, потом понял, что эти мысли мне не подходят. Думаю, пусть эти мысли забирают фанаты и уходят отсюда. Так оно и произошло. Все ушли, перрон пустой, и пришел поезд. Из самого последнего вагона, самая последняя, вышла она. Я ее встретил. Вот простой пример, как просто своими мыслями прогружается нужная тебе реальность. Главное, знай,
что все, что ты теперь думаешь об этом человеке, какой характер, все в нем будет. К примеру, один парень сказал: нельзя верить своим первым белым эмоциям, и весь спам плохих мыслей о ней и создал ему не его Галатею, а был бы мудрее, создал бы себе из белых мыслей свою Галатею. Нельзя думать то, что тебе не подходит.